Привет всем любителям науки! С вами Лаборатория Друзья! И сегодня мы с вами поговорим о такой науке, которая называется... Химия! И что же это за наука? Это самая волшебная, говорят, наука. Почему? Да потому что наука химия — это наука о веществах, их свойствах и, главное, превращение. Вот здесь в этом слове кроется вся магия, потому что было одно вещество, добавили второе вещество, и появилось всегда третье. Третье вещество. Например, давай на примере. Давай. Например, хлор. Что это? О, это страшный яд! Можно его употреблять в пищу? Нет, конечно. Нет, можно отравиться и умереть. А, например, натрий. Натрий, ты чё? Это же металл, кто железо ест? Кто ест металл вообще, правильно? Конечно, тоже нет. можно отравиться. Но, соединяя два вещества, хлор и натрий, получается хлорид натрия. Ой, и какое это уже... страшное слово. Это не страшное слово. Это поваренная соль, которой мы прибавляем еду и все постоянно употребляемую пищу. И она очень вкусненькая, если только с ней обращаться аккуратно. Поэтому, видите, химия дает нам всякие полезности. Пора к действию. И мы хотим сегодня выяснить, вот написали даже на доске, признаки химической реакции. То есть не все реакции можно назвать химическими. Вот для этого эксперимента нам понадобится вот эта вот прозрачная жидкость. Так, что это такое? Это непонятно? Как определить? Подожди. Хочешь определить? Да. На, попробуй выпей. О, сейчас я... Ты что, пить? Категорически нельзя. Мы находимся, напоминаю вам, в лаборатории, поэтому никакое вещество пробовать на вкус нельзя. Можно отравиться, вдруг это какой-нибудь яд или, например, соляная кислота. Разъест тебе желудок, будет дырка, и отсюда будет вываливаться еда. Конфеты, которые я буду есть. В общем, пить нельзя. Понюхать хочешь? Понюхать, да. Ты что? Что? Нельзя засовывать нос. Вдруг это как раз та самая соляная кислота, которая обожжет мне всю слизистую оболочку носа. Тоже нельзя. Способ есть. У химиков обязательно. Играй в Буратино. Да. 2 лучше. Неважно. Главное, 15 сантиметров отмерить до стакана. Это примерно вот столько. И вот на таком расстоянии мы начинаем нагонять пары на себя. И ничего не чувствуешь. И ничем не пахнет. Конечно, самая простая жидкость, которая не имеет цвета и не имеет запаха, это обычная вода. Да, но мы будем проводить с ней всякие разные опыты. Она нам отлично поможет, потому что она прозрачная и растворяет очень хорошо разные вещества. Это H2O, по-другому дистиллированная вода. Берем еще один стакан. Здесь у нас на дне какая-то желтая гадость. Скажу вам по секрету, мы знаем, что это такое. Хлорид железа. Давайте смешивайте воду с хлоридом железа. И вот сейчас посмотрим, будет химическая реакция или нет. Давайте. 1, 2, 3. И мы получили желтенький компот. Да, но скажите, произошла химическая реакция или нет? Как ученый, я не говорю слова «нет», химической реакции не произошло. Потому что ничего не изменилось. Просто вода, как я уже говорил, она является хорошим растворителем, растворила в себе хлорид железа. Произошла физическая реакция, называется она диффузия. Два вещества смешались вместе, и вот, пожалуйста, такой раствор получился. Но в другом стакане у нас похожая желтая жидкость. Более светлая. Это раствор, который называется... Ну, очень просто. Называется гексоцианоферрат калия. Гексоцианоферрат калия по-простому звучит как желтая кровяная соль. Не, по-моему, гексоцианоферрат калия звучит проще. Да, хорошо. И мы теперь смешиваем, смотрите. Желтенькое с желтеньким. Хлорид железа смешиваем с гексоцианоферратом калия. И вот сейчас, внимание, смотрим. Вот это да! Ну а теперь скажите мне, коллега, произошла химическая реакция или нет? Конечно, произошла, ведь мы видим первый признак химической реакции — изменение цвета. Вот! И если цвет поменялся, то вы точно можете сказать кому угодно, что химическая реакция произошла. Цвет очень красивый, такой темно-темно-синий. И химики его назвали очень романтично. Называется такой цвет берлинская лазурь. Здесь уже, друзья мои, реакция произошла, и вот здесь мы можем точно сказать, что здесь уже есть яды, цианиды, которые при попадании в организм очень сильно могут его навредить. Ладно, не пугаем ребят. Берем теперь вновь прозрачную жидкость.
Да. А эта жидкость называется просто гидроксид натрия. Или по-простому щелочь. Щелочью мы где встречаемся? В мыле, в любом моющем средстве как раз щелочь отмывает наши руки. Да, щелочь очень хорошо отмывает все, поэтому попробуем сейчас отмыть вот эту берлинскую лазурь с помощью щелочи. Мы прям туда нальем вот эту темно-синюю И жидкость. смотрите, произойдет ли химическая реакция. Поливай. Раз, два, три. О, Смотрите, я уже- отмывает. Прям процесс мы видим, как отмывание происходит. Щелочь работает на ура. Есть. О! И вот с легкостью теперь все видно, что жидкость стала более мутная. Да, Прям- но более светлая. Поменяла цвет на оранжевый. И мы можем опять сказать, да, что... Химическая реакция произошла. Да, потому что щелочь вступила в реакцию с вот этим вот раствором. Изменился цвет. Но если мы присмотримся и немножечко даже размешаем эту жидкость, то мы увидим такое ощущение, Кстати, стакан, да. что получился у нас такой бабушкин компот. Да! Видите, бабушки как готовят компот? Они у нас очень молодцы. Они смешивают воду, хлорид железа, гексоцианоферрокалия и получают... Смотрите. Видите, уже произошло отслоение. Мы видим с вами, если присмотримся, уже следующий признак химической реакции. А если к свету... Все, идеально. Идеально видно, это следующий признак химической реакции. Называется он выпадение осадка. Да, вот, пожалуйста, хлопья уже упали на дно, и раствор разделился на два. Видите? Внизу мутный, сверху немножко светлый. Еще один признак химической реакции – выпадение осадка. Красота. Здесь находится щелочь. И мы не знаем, есть она там или нет. Потому что если щелочь добавить в воду, ее там тоже мы не заметим. Как химики определяют наличие щелочи в растворе? Ну и не только щелочи, есть разные препараты, называются они определители или по-другому индикаторы. Вот. Индикатор щелочи называется фенолфталиин. Да, фенолфталиин, он как раз и покажет, есть в этом растворе щелочь или нет. И для того, чтобы мы легче запоминали какие-то понятия, химики придумали стихотворение. Очень красивое стихотворение, звучит просто Фенолфталииновый в в щелочах малиновый. То есть мы сейчас можем предугадать, какого цвета станет раствор, если его добавить в фенолфталин. Здесь щелочь, добавляем фенолфталин, смотрите, Оп, и появляется малиновый цвет. тот Видите? самый малиновый. Давайте осадок я здесь оставлю, чтобы было нагляднее. Мы с вами увидели, что химическая реакция произошла, а у нас изменился цвет. Вот посмотрите, какой красивый малиновый цвет. Фенолфталиновый в щелочах. И в последнем стакане неспроста он у нас стеклянный. И еще неспроста на нем стоит такой квадратик. Значит, что этот стакан, то есть наша замечательная колба, она у нас термостойкая. Почему? Потому что в этом стакане находится очень страшная и мощная соляная кислота. А по внешнему виду, как мы уже видим с вами, она не отличается ничем от воды. Да, и от щелочи, растворенной в воде, тоже ничем не Но можно определить очень просто, если взять стакан с водой и стакан с соляной кислотой поставить на весы, то как раз одинаковый объем воды и одинаковый объем соляной кислоты будет весить по-разному. Потому что у кислоты плотность больше, она будет тяжелее. Ну а теперь, ладно, смотрите. Здесь у нас есть щелочь. Фенолфталин определил нам наличие щелочи в этом стакане, раствор малиновый. И мы добавляем его в стакан с соляной кислотой. Видите? Боже, что происходит? Быстрее! Смотрите. Я уже чувствую, что стакан нагрелся. Ага. И даже если вы присмотритесь, уже плохо. Давайте я поставлю лучше. Вот здесь сверху немножко дымок. Здесь, конечно, может быть на камеру не... Аккуратно, горячо. Сейчас, секундочку. Давай вот так сверху возьму. Ну, уже не... Вот идет дымок. Дело в том, что это еще один признак химической реакции. Мы здесь увидели как раз два новых признака химической реакции. Это у нас такое изменение температуры. Стакан нагрелся. Да, и выделение газа. Вот сверху дымок, это и было выделение газа. Вот так. Ну что ж. И мы пишем первый признак, который мы с вами увидели, это изменение цвета. Второй признак, который мы с вами тоже узнали, это выпадение осадка. Третий признак, который мы с вами узнали, это изменение температуры. Пишу просто. Температура. И четвертый признак химической реакции, который мы с вами тоже увидели, это выделение газа. Так. Газ. Газ.
Ну что же, если вы где-то что-то смешиваете, и у вас меняется температура, и меняется цвет, Выпадает осадок и выделяется газ, значит... это химия. Да, и самый яркий признак химической реакции, бурно протекающий, это... А взрыв? Вот так. Во время взрыва происходит все. И даже выделяется свет. Боже мой. Так что подписывайся на канал, в комментариях ставь обязательно свои какие-нибудь утверждения, либо опровержения. С вами была лаборатория «Друзья» Максим и Герасим. Герасим. Друзья!